Привет, друзья! Это Валерий, канал Путь Дорогу. Мы находимся на железнодорожном вокзале города Пятигорска, потому что прямо сейчас отправимся в Кисловодск и будем изучать его достопримечательности, его водичку. Ждем ласточку и едем. Электрички до Кисловодска ходят ориентировочно 2 раза в час. Обычная приезжает за 50 минут, проезд 109 рублей. Ласточка за 30 минут, стоимость 115. В первую очередь в Кисловодске, пока я не устал, решил на такси скататься на гору Кольцо, которую описывал в своем произведении герой нашего времени Лермонтов. А после идти уже в городской парк и там провести целый день. Стоимость проезда от железнодорожного вокзала до горы Кольцо на Яндекс.Такси плюс-минус 200 рублей. По времени это где-то 15 минут. От места, где такси вас высаживает, подняться до горы Кольцо не совершает большого труда. Непродолжительный подъем, но в конце он очень крут. Поэтому обувь и еще раз обувь. Я в кедах и жалею об этом. Видите, тут после дождя еще скользко достаточно. Все покрыто письменами, как будто здесь жили древние люди. Представлял себе гору немножко по-другому. Думал, что таких колец как минимум несколько. И как-то там одно через другое просматривается. Нет. Одна небольшая дырка и одно большое кольцо. Если приезжают организованные группы, то выглядит это все вот так примерно. И вот там, где только что 2 минуты назад не было никого, вот такой ажиотаж. Не могу сказать, что это вынос мозга, но место знаковое. Если вы его посетите, ну, это будет неплохо, по меньшей мере. Может быть, даже здорово. Прощай, гора Кольцо. Я иду в знаменитый парк Бесконечный. В знаменитый Бесконечный парк Кисловодска. Возвращаться придется, к сожалению, опять же на такси. Потому что гора Кольцо находится за городом. И уехать отсюда на чем-то другом, кроме такси, не представляется возможным. Привез водитель такси меня
к колоннаде, к парку. Сейчас иду к нарзанной галерее. Попью нарзанчику и потом парк. Пью доломитный холодный нарзан. Ну так. Доломитный, сульфатный. Я понимаю, что я не поклонник нарзанов. В нарзанной галерее, помимо собственно большого разнообразия нарзанов, расположена выставка недурственных картин. Есть скульптуры, богатое собрание минералов. Скучать не придется. Был во всех крупных бюветах Кавминвод, и эта галерея и по архитектуре, и по внутреннему убранству номер один. Парковая галерея «Подкова» была сразу построена как торговый павильон, чтобы разгрузить от торговцев галерею нарзанов. Нижняя часть Кисловодского национального парка раскинулась по обоим берегам речки Ольховка. Именно эту часть парка я рекомендую для прогулок, как самую интересную, веселую и многолюдную. Дальше вверх тоже можно, до долины Роз, до Канатки, но нижняя часть душевнее. Парк заложен в 1823 году генералом Ермоловым для оздоровительных прогулок. Парк Кисловодска самый большой по площади из всех городских парков не только России, но и Европы. Сейчас территория парка составляет 966 гектаров. Одно из самых примечательных исторических мест Кисловодска – Лермонтовская площадка. В стене бюст Лермонтова и его строки. Эта площадка была построена в 1948 году, на том месте, где когда-то была ресторация. Деревянное здание ресторации простояло очень долго, более 100 лет, после чего было снесено, не выдержав разрушительной силы времени. Она запечатлена им в романе «Герой нашего времени» в дневнике Печорина. Я даже боюсь предположить, что здесь творится в летние месяцы, если в конце сентября здесь такой ажиотаж. Пушкин дважды посещал Кисловодск, поэтому памятник поэту смотрится вполне обоснованно. В парке множество теренкуров любой сложности. Можно целыми днями здесь пропадать
Каждый раз выбираю новый маршрут. Трекинговые палки вам в помощь. Я же ограничусь подъемом по кратчайшему маршруту до долины Рос и нанесу визит в храм воздуха. Он, как говорят в этом месте, самый полезный в Кисловодске. От детской площадки мы поднимаемся с вами на Царскую площадку. На этой территории высажены европейские вековые ели в стиле ландшафтной планировки «Русский хоровод». В центре хоровода располагается фонтан постройки 1880-х годов. Позже, в советские годы, здесь стояла гипсовая фигура девушки с веслом. Сейчас прежняя форма фонтана воссоздана. Царская беседка, ровесница фонтана, тоже восстановлена в 2016 году. Второе ее название – Храм любви. По Кисловодскому парку довольно-таки трудно гулять. И перепады высот здесь значительные. Когда вы приезжаете на поезде в город Кисловодск, вас встречают таксисты и разные всякие ухари и предлагают доставить верхнюю часть парка, а потом вы будете только спускаться. Ну, задумайтесь об этом. Основной контингент отдыхающих на Кавказских минеральных водах – пенсионеры, предпенсионеры и сопровождающие их лица. Ну, скажем так, от 40 лет. Молодежи практически не видно на улице. Никого не хочу обижать, прежде всего себя. Планов на этот парк было громадье. Но боюсь, как бы не сдохнуть. Потому что хочется все побыстрее оббежать и показать, и язык уже висит на плече. Группа красных камней слева образовалась благодаря тектоническим силам, поднявшим с морского дна песчаные скалы. Кирпично-красный окрас этому природному памятнику придает гидроокись азота. По легенде же, на этом месте женщины убили множество мужчин. Новомодное слово Теренкур очень прижилось в Кавказских минеральных водах, ну а в Кисловодске это слово номер один. Шагая по парку, их насчитывают 5, 6, 7. Один идет туда, один сюда, один сложный, один не очень. Но несложных здесь нет. Электричка моя отправляется в 16 с копейками. И на это время намечен мощный дождь. Вчера, уезжая в Ессентуки, я положил в камеру осмотра на железнодорожном вокзале зонтик и забыл его забрать в Пятигорске. Сегодня пришел туда, обратился к сотрудникам, точно помню, но зонтик мой не вернули. Дошел наконец к своей цели. Врать, что я в восторге от долины Рос, я не хочу. По большому счету, в этом году она уже приказала долго жить, к сожалению. Представить, как все это выглядело, можно, но это слабое утешение. Реально жалко времени. Мог бы потратить его с большей пользой внизу. Есть еще сорта, которые неплохо выглядят, но в массе своей все. Сентябрь — это поздно. Сунуть руку в пасть крокодилу, сунуть голову в пасть крокодилу. Вот такие вот смелые композиции.
Канатная дорога работает, но народу очень много и стоит очередь. В этом году, конечно, осень ранняя. И даже здесь, на юге, на Северном Кавказе, деревья уже желтые. А это, друзья, храм воздуха. В общем, книжку здесь можете взять и почитать на свежем воздухе. С чувством не до конца, но все же выполненного долга возвращаюсь в центр Кисловодска, ближе к ЖД вокзалу. Мои планы по этому путешествию были серьезно нарушены погодой. Завтра предполагался переезд в район Эльбруса, но погода там стоит ужасная. Метет снег, завтра, послезавтра обещают ледяной дождь, уже лег снежный покров, а у нас летняя резина. Так что вместо Эльбруса наша компания едет в Астрахань, и там мы проведем 3 дня. Не думал пока о черной икре, цена мне ее не нравится. Но воблу-то, я думаю, я раздобуду в Астрахани. За оставшееся время успел осмотреть каскадную лестницу и дачу Шаляпина, кой и вам к осмотру рекомендую. Дождь начался вовремя, и я Кисловодск покидаю. Прошу вас, если какое-то мое видео нравится, репостить его в своих социальных сетях. На этом этапе развития канала вы мне очень поможете. Говорю вам, до свидания. Скоро увидимся. Всех благ!